Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза. И сегодня у нас с вами будет обзор на Аанга. Да, конечно, немножко он уже постарел. Видите, вот у него борода тут выросла. И стрелочка на лбу у него чуть-чуть поплыла и разделилась на две части. Ну, конечно, 20 лет уже с лишним прошло. 2056 год уже идет. Что ж поделать, время беспощадно. Давайте посмотрим, что у нас там за эти 20 лет в игре изменилось. Добавили ли нам 6-й ранг или не добавили. Да нет, все так же, скоро появятся новые ранги. Здесь пока что без изменений. Ну, в общем, как-то так. Все немножко вот так вот тяжеловато идет. Разработчики обещают, что совсем скоро у нас уже все что-то появится. И битву между гильдиями ведут, и какие-то новые режимы у нас будут. Ну, что делать? Терпеливо ждем, верим и надеемся на лучшее. Куда деваться? Так, заходите в группу. Ссылка есть внизу в комментарии, есть наверху в описании. Совсем скоро розыгрыш. 205-го участника ждем. Как только он зайдет, розыгрыш будем уже начинать проводить. Там разыгрываю два победителя будет, 2 доставки гемов. Разыграем среди тех, кто поставит огонечек. Все можно найти внутри в группе. Также заходите, можно еще и заходить сюда. Есть чат между игроками. Чат специально не публикую, не афиширую, чтобы никакие там злосчастные спамеры не заходили. Там сидят только игроки, тихо, спокойно обсуждают игровые процессы и так далее. Кто хочет вступить в чат, пожалуйста, напишите мне и прям так и скажите, что хочу вступить в чат. Так, ну а теперь серьезно. Сегодня у нас с вами обзор на монаха. И сразу скажу, что герой этот достаточно интересный. Я прям очень давно хотел его получить. У меня получилось его вытащить в лаки спинах, в лаки рулетки, вот в этой счастливой, в розыгрыше. И я этому, конечно же, очень и очень рад. Монах сам по себе, он очень интересен в плане игры. Играть за него достаточно приятно. Плюс у него хорошее глобальное усиление. Мы сейчас с вами обязательно все посмотрим и все разберем. Здесь сразу же бросается в глаза параметр, который редко у кого можно встретить. Это параметр, связанный с уклонением. То есть, исходя из этого, уже можно сделать вывод о том, что он такой вот, ну, прям супер уворотливый дядька. И, конечно же, это добавляет ему крутости, добавляет ему играбельности и расширяет границы, режимы, в которых он может быть использован. Он очень хорош в событии гильдии, он прекрасно справляется с тучами, он прекрасно справляется с вот этими вихрями, с торнадо белыми, которые на нас там летят постоянно, и большую часть героев, естественно, вот эти тучи и торнадо, они прям вот их поедают. Монаху на эти тучи вообще абсолютно все равно. Также все равно ему на это все, на торнадо. То есть он там стоит спокойно, полностью все время способен выдержать, и никаких проблем у него не возникает. Также неплохо его использовать в кошмаре, в силу того, что у него есть супер эффективное отталкивание, и скиллы у него достаточно хорошо работают, можно им найти применение. Также и арену он должен легко, вообще без каких-либо проблем чистить. То есть режимов, в которых можно использовать монаха, достаточно много. И очень вам повезло, если вы его выбили. И давайте смотреть, что по глобальным усилениям у нас здесь интересного есть. Все герои получают уклонение плюс 5. Прокачать уклонение можно через таланты, можно прокачать уклонение через добавление самоцветов в экипировку, но редко где мы используем самоцветы именно на уклонение.
Ну, конечно, если только вы там, например, проходите обычные сложные главы и собираетесь в сет рыцаря, то там, да, там можно поставить уклонение для того, чтобы повысить свою выживаемость. Ну, а здесь у вас плюс 5 уклонения будет на постоянной основе, то есть для вас это будет хороший плюс. Всегда относитесь к глобальным усилениям так, что это вот как будто бы камешек, который с вами всегда и никуда он не денется при условии, что вы это глобальное усиление заберете. На 70 уровне 12,5% к урону здесь стандартно. Снова плюс 10 к уклонению. На 90 уровне это гильдия воинов. У нас глобальное усиление, которое распространяется только на фракцию. И, конечно же, из этой фракции много за кого мы с вами можем поиграть. Давайте посмотрим, кто у нас тут вообще есть. Ну, естественно, это вождь. И также можно поиграть за Стража Щита, можно поиграть за Рыцаря, можно поиграть за Волка. Но тут вариантов много. То есть все вот эти герои получают плюс, ну если в общей сложности уклонения плюс 15, то это, конечно же, хорошо. Жалко, что в большинстве режимов уклонение режется, но тем не менее оно там есть. И мы вот эту надпись с вами видим. Уклонился, уклонился. То есть в этом огромное преимущество нам монах дает. Также на 120 уровне все герои получают у нас плюшку в виде 10% на силу отталкивания. На 140 уровне идет бонус персональный, индивидуальный, плюс 20% к скорости снарядов, и этим надо пользоваться. Мне кажется, что здесь задается вектор на выбор направления кузницы после открытия Эва. Это я просто вот теоретически рассуждаю, потому что у меня Эва у него нет, он у меня прокачан только на 3 уровня в кузнице, там открыто глобальное усиление. Вот. Но там можно выбрать либо слева, если не ошибаюсь, статус эффекты, длительность плюс 20, и справа плюс 30% к скорости снарядов у нас идет. Справа 30, нет, не 20, 30 также на длительность эффектов. И чтобы все это усилить, я думаю, что правую сторону лучше будет поставить также в довесок к 140 уровню, к вот этим 20%. И, кстати, вот это глобальное усиление на плюс 10% к силе отталкивания, оно тоже также и будет влиять на тот же самый самодельный молот, который тоже очень хорошо отталкивает врагов, особенно если у вас 2 молота появляется. Все это чувствуется, все это по крупицам собирается. Естественно, для вас это будет плюс. И плохих глобальных усилений нет. Вот это все, что нужно понимать про глобальное усиление. Ну, конечно же, если только там про здоровье, вот эти вот плюс 50, плюс 100 очков, это ни о чем. Но тоже имеет место быть и тоже важно. Не стоит это упускать. Так, ну давайте смотреть, что у нас здесь интересного еще есть. Сила отталкивания, перезарядка, длительность эффектов, область эффектов и все. Ну, ничего такого, то есть все как бы под стать ему, под стать монаху, все это ему нужно, и обязательно все это нужно пробовать и тестировать. Переходим в скиллы. Здесь все тоже красиво и прекрасно. При каждом 20-м ударе основным оружием монах создает волну, отталкивающую врагов. Все это чувствуется, все это более чем прекрасно работает. Я один забег сделал за него, посмотрел, потестировал и прям вот в восторге, пришел в восторг. Мне все это очень сильно понравилось. И как-то у кого-то брал аккаунт, пробовал, играл за монаха в кошмаре, там тоже каких-то проблем не возникло. Ну, конечно, там и прокачка была сильная, не будем брать в расчет этот момент. Но, тем не менее, монах в плане комфорта в игре более чем подходящий вариант. Воздушный щит. Так, ну и здесь, естественно, если мы этот скилл прокачаем, то волна будет появляться чаще. Все зависит от уровня. Здесь при каждом 30-м ударе основным оружием монах создает вокруг себя воздушный щит, защищающий его на 3 секунды. То есть у нас в базовых характеристиках есть параметр уклонения плюс 70,
Так у нас еще и защищающий вот этот щит появляется на 3 секунды. И щит этот тоже прекрасно чувствуется, он есть, и вот эти 30 ударов, они происходят достаточно быстро. Ну, естественно, если мы прокачаемся, то еще чаще этот щит у нас будет появляться. Ульта. Все, кого мы с вами положили, заполняют ульту. Мы с вами делаем монаха быстрее, врагов медленнее. Но вот эта формулировка, конечно, мне здесь немножко не нравится, что мы вот делаем просто быстрее себя, врагов медленнее. Было бы, конечно, здорово, если бы было написано насколько. И было бы четкое понимание во второй части вот этого словосочетания врагов медленнее, было бы четкое понимание того, что эффект статус-эффект на замедление, что он действительно появляется, и было бы здорово понимать, на сколько процентов замедляются враги. Вот это вот, конечно, упущение со стороны разработчиков, но в целом это не портит картину про связанную с играбельностью монаха. Поэтому как есть, так есть, просто приходится с этим мириться. И также было бы здорово понимать, насколько быстрее в процентах становится монах. Ну, здесь это не столь важно, потому что даже можно просто визуально побегать и понять, насколько становится монах быстрее. То есть вот он бежит вот так визуально, мы смотрим и для себя оцениваем, быстро это, медленно или там средняя скорость. Вот, и становится он быстрее, и мы уже понимаем, насколько быстрее, просто вот посмотрев визуально. Так, и наносим определенное количество урона в секунду. И чем выше уровень, тем больше нанесенный урон. Здесь все вполне логично. То есть здесь отталкивание, здесь защита, здесь урон. Все комбо собрали, также замедление присутствует. Все данные для того, чтобы быть практически имбой. Можно сказать так. Возьму на себя такую ответственность. Да я думаю, что многим игрокам он нравится, тут вариантов нет. Эва у нас идет от книги удвоения. Здесь все прекрасно и здорово. Так, что у нас здесь? Здесь мы выбираем слева либо плюс 1 снаряд, либо 10% к области эффектов. Ну, я всегда... Логика простая, лучше пусть будет больше снарядов, чем больше области, потому что снаряды это дополнительный урон. Область, конечно, тоже добавляет урон, но что такое 10% и что такое плюс 1 снаряд? Естественно, мне кажется, плюс 1 снаряд будет поинтереснее. Здесь мы с вами выбираем либо защитная сторона на отталкивание, плюс 10% отталкивания, то есть это защитная сборка, если нужно идти в режим, например, в кошмар, или там еще куда-то вы идете, где не вывозите по урону, а хотите защищаться, то, пожалуйста, вот эту сторону можете выбрать. Либо добавляем 1-1 урон. Лучшая защита – это нападение, поэтому тестируйте оба варианта. 1-1 урон, если поставите, то никогда не ошибетесь. Здесь 1% перезарядки. Да, мы с вами знаем то, что везде и всюду эта перезарядка у нас уже с вами собрана, и за глаза нам с вами ее хватает, но у меня есть такие сеты, в которых перезарядка пока еще имеет место быть. Поэтому, когда 1% этот я открыл, где-то там рядышком с монахом стоял Санта в наборе аристократа и сказал спасибо, потому что у него немножко там не хватало. А так теперь вот этой вот нехватки на 1% стало меньше. Здесь потоки воздуха отскакивают от краев экрана. Вот это описание мне немножечко напоминает Стражи Прилива. Ну и в целом я думаю, что все это, конечно, будет выглядеть очень здорово. Обязательно я это все сделаю, тем более тут уже начало положено, 375 жетонов есть. Я думаю, что это вопрос времени, мы обязательно с вами до этого дойдем, потому что на моей памяти арена на монаха была давно. И события на монаха тоже были достаточно давно. Я уже прям, честно говоря, даже и не помню, когда его в последний раз раздавали не в рулетке. Ну, и даже вот из этого можно сделать вывод о том, что герой-то достаточно полезный. Хороших героев раздают редко, нам постоянно
Предлагают забрать в шахте вот этих мудреца свитков, там, кого еще, энергомага. И, ну, сейчас, конечно, понасыщеннее, можно там разгуляться, но уже все равно, уже начинаю подходить к тому моменту, когда какое-то событие, вот сейчас идет событие на шахта, там, Теневой Синдикат, где вот эти ребята, Кукловод, кто там у нас еще, Темный Маг, ну и так далее. Там вот эти герои у меня уже есть, и уже как будто бы, ну, неинтересно становится. Единственное, спасает только то, что у Кукловода не открыто глобальное усиление, и я думаю, ну, хорошо, пособираю жетоны, пусть будет так. Так, ладно, отвлеклись чуть-чуть. И на 5 уровне, как уже ранее сказал, плюс 30% к скорости снарядов я бы поставил, дабы увеличить и усилить, и дополнить персональное глобальное усиление на 140 уровне. Ну и по традиции, естественно, берем вот этого прекрасного постаревшего Аанга-монаха в оборот и запускаем битву в подземелье. Заходим сюда. Здесь у нас монах, 120 уровень. И погнали. 397 уровень. Сейчас мы с вами все наглядно увидим. Ну, давайте рогатку добавим. Плюс 67% урона на один снаряд. Еще урон и скорость снарядов добавляется. Давайте скорости ему еще прибавим. Также добавим статус-эффект и обновим. И еще скорости прибавим. Так, все время забываю вот эту штучку включить. Так. И вот просто вот наслаждайтесь прекрасной визуализацией. Как это все сделано, как это все оформлено, как он вообще себя ведет. Ну, это... Ладно, придется фонарик брать. Но это, конечно, не может не радовать. Я восхищен этим героем. У него более чем прекрасно абсолютно все. И вот сейчас мы еще быстрее будем собирать ульту. Еще быстрее у нас сейчас будут работать скиллы. Вот у нас тут уже воздушный щит пошел. Быстро, кстати, собралась палка полностью. Теперь нужно книжки пособирать. Вот она сработала, эта волна давления. Все отпрыгнули. И сейчас это все будет намного чаще происходить. Сейчас мы это все с вами прекрасно будем оценивать и наблюдать. Так, перезарядку нам надо. Урон, конечно, хорошо. Надо перезарядку, чтобы вот эти атаки проходили чаще. Чтобы чаще срабатывали скиллы. Вот, перезарядку взяли. Сейчас уже будет поинтереснее. Изгиб воздуха. Еще перезарядка. И вот прям, ну, спокойно, без проблем. Он здесь стоит, и все у него прекрасно получается. И никого он к себе не подпускает. И урон у него достаточно хорошо проходит. Сейчас мы усилимся, сейчас мы прибавим урон. И к нам, по идее, вот в прошлый раз, когда я забег делал, к нам вообще никто не подходил. Удвоение давайте сейчас прибавим. А тут что-то в этот раз прям начинает его немножко покусывать. Надеюсь, получится. Видите, как он раз. Ну в прошлый раз, конечно, я еще этот статус-эффект брал. С горением, да. Поэтому, наверное, было полегче. Сейчас, конечно, да. Сейчас, конечно, немножко это все не так чувствуется, но все равно, тем не менее. Просто если я сейчас рассвет возьму, тут на экране будет полный хаос. Поэтому я намеренно его не беру, к сожалению. Хотя было бы здорово его брать, но тогда ничего вы не увидите. Так, придется убегать. Потому что немножечко не хватает. Не хватает урона. Хотя я играл, это был чуть ли не предыдущий забег. Ну там может быть 1-2. Около того. И вот что случилось в этот раз? Ну ладно, спишем все на статус-эффект. Просто немножко урона не хватает. Обязательно заберем глобальное усиление. И у кукловода надо забрать. И урона будет побольше. Ну, в общем, вот эти потоки воздуха летят. Щит этот работает.
Волна давления тоже постоянно все это работает. То есть идет у него скиллы, вот видите, они вот раз, 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 раз работают и работают. И придраться не к чему абсолютно. Да, сейчас немножко не получилось. Там была вот это вот а, одно поражение вот это произошло, но от этого он не стал хуже абсолютно. Тут как бы все можно списать на то, что не хватает вот этого статус-эффекта, плюс еще перчатки волшебника стоят, которые усиливают его, и тут бы урон еще выше был бы. 14,5. Ну-ка давайте зайдем посмотрим. В прошлый раз там сколько я набил. Ладно, не буду заходить, кому надо, зайдет, посмотрит. Ветка в доступе, все открыто, поэтому заходите, подписывайтесь, всех жду. Вот такой вот обзор получился на монаха. Очень буду рад, если вы его откроете, и тех, кто его открыл, поздравляю. С вами был Ампреза. До новых встреч. Пока-пока.